Всем привет, друзья! Обычно причиной формирования болезни опорно-двигательного аппарата принято считать либо возрастные изменения, либо малоподвижный образ жизни. Однако сегодня я хочу поговорить о заболевании, которое практически встречается только в подростковом возрасте, то есть для него характерен период от 10 до 18 примерно лет, причем это подростки, которые интенсивно занимаются спортом. Спорт, который попадает, скажем так, в группу риска, это футбол, баскетбол, волейбол, фигурное катание, велоспорт. То есть те его виды, где большая нагрузка приходится на коленный сустав, на область колена. Называется это заболевание болезнь Озгуда-Шляттера и проявляется она в первую очередь болью, а также отеком чуть ниже коленной чашечки. Естественно, поскольку есть боль, есть отек, хотя отек на самом деле может быть не всегда таким выраженным, его могут и не замечать, но тем не менее из-за болевого синдрома и отека нарушается, естественно, функция коленного сустава, ну и как следствие ноги в целом. Одним из характерных визуальных признаков этого заболевания является появление костной такой шишки чуть ниже коленной чашечки. Это место является точкой крепления собственной связки надколенника, которая же, в свою очередь, является продолжением сухожилия общего четырехглавой мышцы бедра. То есть, по сути, вся сила, вся энергия мышц передней поверхности бедра прикладывается именно к этой точке. Подростковый период – это период активного роста, то есть когда костные структуры еще до конца не сформированы. И эта зона, называется она бугристость большеберцовой кости, я говорю о зоне, куда крепится это сухожилие, тоже на этот момент еще не сформирована. И в результате многократной повторяющейся интенсивной нагрузки происходит микротравматизация в этой зоне. Может возникать, точнее возникает воспаление, то есть лигаментит этой связки. И в ответ на это со стороны кости происходит формирование костных разрастаний таких, то есть кость начинает увеличиваться, гипертрофироваться, что в итоге мы и наблюдаем как формирование вот этой костной шишки чуть ниже коленной чашечки. Боль, как правило, усиливается при максимальном сгибании колена, при разгибании его максимальном, при беге, прыжках, при подъеме по лестнице. Боль также можно спровоцировать просто пальпацией, то есть если понажимать в точке крепления вот этого сухожилия. Диагностика болезни Озгуда-Шляттера, как правило, не представляет особой сложности, то есть анамнез – это ребенок, занимающийся спортом, подростковый возраст, характерная боль, характерные жалобы, и визуально это может быть, если уже сформировалась вот эта шишка, это тоже подтверждает, естественно, диагноз. Инструментальный диагноз подтверждается, выполняется рентгенография в боковой проекции, это позволяет увидеть травматизацию в зоне бугристости большеберцовой кости, характерная рентгенологическая картина появляется. Также можно выполнить УЗИ точки крепления, на УЗИ тоже прекрасно видно воспаление и травматизацию сухожилия. По лечению. Самое основное в лечении болезни Озгуда-Шляттера – это прекратить травматизацию. Это на какой-то период. Это не значит, что нужно прекратить нагрузки навсегда и больше не заниматься спортом, но, по крайней мере, на период, когда есть боли, когда есть воспалительный процесс, следует нагрузки прекратить. Для снятия отека, для снятия воспалительного процесса можно прикладывать холод местно, можно использовать нестероидные противовоспалительные мази, то есть обезболивающие мази, не греющие, а именно обезболивающие. Также для лечения применяется лечебная физкультура, ЛФК. Физиолечение применяется, но только в период стихания болей. То есть, когда острые боли есть, физиолечение не применяется, откладывается на период их снижения. В качестве дополнительной защиты, то есть сухожилия в точке его крепления, можно применять специальные бандажи, которые помогают его удерживать, соответственно, предотвращая дополнительную травматизацию. Прогноз. Прогноз при этом заболевания, как правило, благоприятный, и в целом, даже если ничего не делать, оно проходит самостоятельно, что обычно все очень любят. Однако, если продолжаются нагрузки, то есть если есть болевой синдром, и мы продолжаем его травмировать, тогда, конечно, последствия могут быть не самые приятные, вплоть до отрыва бугристости большеберцовой кости, то есть на кости, вот это место, куда крепится сухожилие, может в том числе отрываться или частично отрываться, что, естественно, немножко совсем другой прогноз будет составлять тогда для такого ребенка. Поэтому снижаются нагрузки или убираются полностью, происходит восстановление, и потом, соответственно, постепенно можно к нагрузкам возвращаться, и в целом все у таких детей в дальнейшем все хорошо. Ну, единственное, вот эта костная шишка, если она сформировалась, она, как правило, остается уже на всю жизнь, но кроме визуального того косметического какого-то дефекта, если это можно так назвать, она никаких больше неприятностей не доставляет. Ну что ж, вот все, что я хотел рассказать по этому заболеванию, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Если так, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях. Всегда всем стараюсь ответить. Ну и не болейте. Пока-пока.